Самая большая боль старения — это не сам возраст, а осознание того, что наши убеждения и ценности, которые казались незыблемыми, могут обернуться разочарованием. В течение жизни мы впитываем идеи, усваиваем семейные традиции, доверяем близким и строим свою реальность на фундаменте того, что кажется правильным. Но что, если однажды мы обнаружим, что этот фундамент был иллюзией? Что, если слепая вера в семью, социальные нормы или идеалы, внушенные нам в детстве, может быть ошибкой? Многие из нас сталкиваются с этим осознанием в зрелом возрасте, когда приходит понимание, что поддержка, которую мы ожидали от семьи, оказывается не такой надежной, как нам хотелось бы. Семейные узы, которые казались нерушимыми, могут быть пропитаны токсичностью, скрытым манипулированием или навязанными обязательствами. В такие моменты возникает вопрос: как отделить истинную любовь и поддержку от эмоциональной зависимости? Карл Юнг говорил о процессе индивидуации, стремлении к целостности личности, выходу за пределы коллективных ожиданий и обретению истинного «я». Этот путь требует колоссальной внутренней работы, переосмысления прошлого, отказа от иллюзий и готовности встретить одиночество лицом к лицу. Одиночество в этом контексте не наказание, а свобода. Это возможность жить в гармонии с самим собой, не зависеть от одобрения или признания извне. Финансовая независимость играет в этом процессе ключевую роль. Долгое время общество внушало нам, что счастье невозможно без крепких семейных связей, но в реальности независимость в принятии решений часто связана именно с экономической свободой. Когда человек не зависит материально от семьи или партнера, он обретает способность строить жизнь по своим правилам. Финансовая автономия позволяет не терпеть токсичные отношения и не идти на компромиссы, которые противоречат внутренним убеждениям. Однако выход из эмоциональной зависимости и обретение автономии — это не моментальный процесс, а путь, полный внутренних конфликтов и сомнений. Как научиться доверять себе, если всю жизнь нас учили полагаться на мнение окружающих? Как принять одиночество не как бремя, а как источник силы? Ответ заключается в глубоком самоанализе и постепенной работе над собой. Первый шаг — осознание своих истинных потребностей. Часто мы живем в плену чужих ожиданий, боясь признаться себе, что многие из них не соответствуют нашим подлинным желаниям. Только разобравшись в себе, можно понять, какие связи действительно ценны, а какие держат нас в ловушке. Второй шаг — развитие внутреннего стержня. Для этого важно научиться справляться с чувством вины и страха перед осуждением. Семья и общество могут не одобрять нашу трансформацию, но, если перемены ведут к свободе и душевному равновесию, они того стоят. Третий шаг — выстраивание жизни по новым принципам. Это включает не только поиск финансовой устойчивости, но и формирование новых отношений, основанных на уважении и осознанном выборе, а не на принуждении или страхе одиночества. В конечном итоге, путь к автономной жизни без сожалений — это путь к истинной зрелости. Он не всегда прост, но он приносит подлинное удовлетворение, когда человек обретает возможность быть собой, жить по своим правилам и находить радость не в чужом одобрении, а в собственной целостности. Старение неизбежно, но боль от разочарования можно преодолеть, если иметь смелость взглянуть на мир и себя без иллюзий.
The greatest pain of aging is not the age itself but the realization that our beliefs and values, which once seemed unshakable, can turn into disappointment. Throughout life, we absorb ideas, adopt family traditions, trust our loved ones, and build our reality on a foundation that seems right. But what if one day we discover that this foundation was an illusion? What if blind faith in family, social norms, or ideals instilled in us since childhood turns out to be a mistake? Many of us face this realization in adulthood when we come to understand that the support we expected from family is not as reliable as we had hoped. Family bonds that seemed unbreakable can be tainted with toxicity, hidden manipulation, or imposed obligations. In such moments, the question arises, how do we distinguish true love and support from emotional dependence? Carl Jung spoke of the process of individuation, the striving for personal wholeness, the transcendence of collective expectations, and the attainment of the true self. This path requires tremendous inner work, reevaluating the past, abandoning illusions, and being ready to face solitude head-on. Solitude, in this context, is not a punishment but freedom. It is an opportunity to live in harmony with oneself, without relying on external approval or recognition. Financial independence plays a crucial role in this process. For a long time, society has instilled in us the idea that happiness is impossible without strong family ties, but in reality, the ability to make independent decisions is often linked to economic freedom. When a person is not financially dependent on their family or partner, they gain the ability to shape their life on their own terms. Financial autonomy allows one to avoid toxic relationships and not compromise on values that contradict their inner beliefs. However, breaking free from emotional dependence and achieving autonomy is not an instant process but a journey filled with internal conflicts and doubts. How do we learn to trust ourselves if we have been taught all our lives to rely on the opinions of others? How do we embrace solitude not as a burden but as a source of strength? The answer lies in deep self-analysis and gradual self-improvement. The first step is recognizing one's true needs. Often, we live under the influence of others' expectations, afraid to admit to ourselves that many of them do not align with our genuine desires. Only by understanding ourselves can we determine which relationships are truly valuable and which ones keep us trapped. The second step is developing inner resilience. This requires learning to cope with feelings of guilt and fear of judgment. Family and society may not approve of our transformation, but if these changes lead to freedom and inner peace, they are worth it. The third step is building a life based on new principles. This includes not only achieving financial stability but also forming new relationships based on respect and conscious choice rather than coercion or fear of loneliness. Ultimately, the path to an autonomous life without regrets is the path to true maturity. It is not always easy, but it brings genuine fulfillment when a person gains the ability to be themselves, live by their own rules, and find joy not in external approval but in their own wholeness. Aging is inevitable, but the pain of disappointment can be overcome if we have the courage to see the world and ourselves without illusions.